No matter where you go, remember the road that will lead you home. Привет, друзьяшки! Вы находитесь на канале SkyTramp. Это Игорь, я Люба. Мы путешествуем автостопом по всему миру. В июне прошлого года мы начали путешествие по Африке и пронзили Египет, Судан, Эфиопия, Кения, Танзания, Бурунди, Замбия, Ботсвана. И теперь мы здесь, в Намибии, и наша задача дойти до Кейптауна. А дальше посмотрим, что будет. Сегодня у нас в выпуске мы начнем с посещения уникальных горных формаций Шпицкопе, где расположена одна из самых туристических локаций в Намибии – арка Глазик Бога. Затем переместимся в горячие источники Гросс-Бармен, где мы провели деньги донисты за какие-то сущие копейки. И закончим сегодняшний выпуск прогулкой по столице Намибии, городу Виндуку. Если вы хотите узнать, как увидеть Виндук с высоты птичьего полета на ладошке бесплатно, досмотрите до конца, мы вам все покажем. Оставайтесь с нами, поехали! Open up your eyes, there is nowhere left for us to hide. Get the feeling that we're lost, these hands are tied, and there are no disguise. Подписчики, вы думаете, мы опять вернулись в Судан в Касалу? Посмотрите. Но нет. Кто скажет, что это за место? Наше новое приключение называется Шпицкопе. Это вот такая горища, которая нам напоминает гору в Касале. И мы сейчас идем туда гулять. Ребят, короче, мы лазим сейчас по скалам, потому что не хотим платить за входной билет, хотя даже не знаем, сколько он стоит, может быть, не сильно много. Но нам нравится лазить по скалам. И представляете, здесь первый раз в Намибии мы встретили забор, по которому идет электрический ток. Так что перелезть через забор оказалось невозможным, и мы полезли по скалам. В Игоре вселился безумец. Я сейчас просто сижу, жду, он разведывает ходы в пещерах. Смотрите. Вот там вот, где шуршит. Это там где-то Игорь ползает. И над нами вот это все. Люба, давай сюда. Вот где из темноты раздался звук, мы туда идем, друзья. Смотрите, вот такая электрическая станция. И мы проверяли, касаешься даже палкой, и вот эти вот рукоятки пробивают ток. Так что нам пришлось вот через эти горы чалить сюда. И все наши трудности были ради того, чтобы увидеть это место, знаменитая арка Шпицкопе. Посмотрим. No matter where you go, remember the road that will lead you home. А это Игорь, как всегда, пытается слиться с бесконечностью. Входит в портал. Но место туристическое, как видите, желающих полно посмотреть на закатик через глазик Бога. Walking with the sand, we are nothing but strangers to this land. Yeah, we keep it in our hearts until we can live this way again. Can we just follow the sun, take it back to where the soul began? Смотрите, здесь этих кукусечков очень много. Они такие классные. И совсем не боятся меня. Вон лежат на камне, два греются. Вот они. И вон там сидят на камнях. И вот там сидят на камнях. У них там домики. Ой, какой ты классный. Такой фантастический закат у нас сегодня. Ом Намах Шивая. Спасибо всем, кто помог нам попасть в это замечательное место. Вот глядите, это центральный вход, а мы вчера проникли за вот эти электронные заграждения и посмотрели арку. Сейчас узнаем, какие же расценки внутри. И вход с 20 до 6. Такая информация для клаймеров.
Ребят, можно позабавиться в этом парке. Есть куча троп. Голубая, желтая, зеленая, красная. И самое трудное 65 километров. Вот на этой карте все видно. Территория, ограждение. Таким образом, друзья, если зайти на гору, тогда будет стоить 350 человека с гидом. А если просто погулять весь день, 80. А если закемпиться, 190 с человека. Такие вот дела. To get to the mountain, Yes. you go behind the mountain from the north side. It's easier to get to the top. Ага. So to get to the top, it can take 3 hours, 1 hour, 20 minutes going up, 1 hour, 10 minutes coming down, all together, 3 hours. So you can also pay at the reception. How much? 350 Namibian dollar per person, and then you can get a guide with the tour guide. The tour guide can take you to the top of the mountain, and together with the tour guide, you can also come down. Окей. В результате дороговато получилось, 350 с человека, это получается 700 намибийских за нашу пар, которая поднимется наверх. Поэтому мы начали торговаться, гиды упали только до 500, и мы решили все-таки не ходить на гору. Лишь прогулялись нелегально к арке и окрестным горам, которые прилегают к этой территории. Сейчас покажу, как мы поселились. Это лагерь Шпицкопа. Вот наша палаточка, где мы ночуем. Представляете, даже есть стол здесь. Стол. Как всегда, все лучшее на столе. Наш очаг, на котором мы готовим. Рабочий кабинет Любы. Смотрите, здесь даже есть рабочий кабинет. И Люба нормально использует наши деньги. Вот столько она источников питания подключила. Довольны, потому что скоро будет новый фильм. Подписывайтесь. Видите, Skytrap не только путешествует в полевых условиях, но он еще монтирует фильмы тоже в полевых условиях. Это мой офис. Хотели бы себе такой офис? А мы продолжаем экскурсию. Вот наш душ и туалетик. Все прилично. Платим за это 150, хотя по прайс-листу стоит 170 человека, то есть 340. Мы отдаем просто 150. В результате жесткого торга Любе огромное спасибо. Она может это делать. На этом заканчиваем наш рассказ про Шпицкопы. Это было классно, здорово, и мы поехали дальше. По пути нас ждали горячие источники под названием Гроссбармен. Очень мы любим горячие источники и посетили, наверное, не один десяток и во многих странах. И набираем все время хотсприн, и что мы видим? В Намибии Гроссбармен. И мы даже не ожидали увидеть то, что там мы увидели. Наконец-то добрались в Гроссбармен, хотспринг. Довольно приличный вот этот вот горячей воды пул. Это горячие источники по-намибийски. Здесь есть вот тот теплый бассейн, который вы уже увидели. Он расположен в помещении. И холодный бассейн уже на открытом воздухе. И вот здесь также озерцо, в котором уточки, бабуны. Здесь можно в ресторане питаться. И сюда же входят и турецкие бани, и джакузи. Короче, мы счастливы здесь быть. Цена дневного визита здесь 100 намибийских долларов. Вот эти антилопы просто так здесь ходят. Ребят, представляете, мы пришли в пикник-эрия, чтобы покушать. А в пикник-эрия собственный бассейн.
Гросс-бармен, это просто космос, просто космос. Мы сегодня путешествовали сначала горячие источники, потом холодный бассейн, а потом переместились в пикник-спот, и там тоже бассейн. Но где вы еще в пикник-спот, и чтобы там бассейн был? Видели где-нибудь? А мы можем себе позволить. Ребята, ну это какое-то фантастическое сооружение, архитектурное, и с точки зрения того, как все сделано внутри для человека, и очень доступно по стоимости. Крайне рекомендуем для посещения в Намибии. Горячий источник Гросс-бармен. Друзьяшечки, вечер нас застал сегодня в таком прекрасном месте, окруженном горами и сухой травой. И мы сейчас будем пить чай. А что нам Бог послал к чаю? А Бог нам послал к чаю вот такие изумительные вафли, которые были сделаны прямо в Нидерландах. Представляете, в Нидерландах. Сам Амстердам. Спасибо большое паре из UK, которые нас сюда довезли и дали нам на дорогу вот эти штучки. Ням-ням. К нам ночью пришла мышка и отгрызла у меня от рюкзака запчасть. Представляете, мы пережили слонов, гипопотамов, бегемотов, жирафов, львов, леопардов. Но пришла мышь и понесла нам ущерб. Только вышли из джунглей, в которых ночевали. И что-то в последнее время жарко, поэтому мы не закрываем двери. А тут вот такая вот змея. Как-то ее переехали, но до сих пор она форму не поменяла. Миллиарды лет эволюции в пустыне всем растениям раздали колючки, иначе здесь не прожить. Но для нас это означает, что... Когда это высыхает, потом семена эти колючие рассыпаются везде. И мы наступаем, и садимся, и раним себе руки, ноги, и даже другие части тела. Вот этот кустик, когда он цветет, как сейчас, вот так цветет, то пахнет общественным туалетом. 10 пластиковыми голубыми общественными туалетами в одном месте. Мы такие идем, думаем, ну где же здесь эти общественные места? А это, оказывается, просто растения. Так что ароматы бывают совсем разные. Это какое-то чудо. Здесь на воротах гестхауса нарисован наш маршрут по Африке. Вот от Александрии в Кейптаун нарисовали линию. Откиснув в горячем источнике, наш путь лежал в столицу Намибии, город Виндук. И как-то все с утра начало капитально у нас не складываться. Но все наши традиционные способы, каучсерферы, друзья каучсерферов, которые обещали нам вписку, вдруг в один момент все обломалось. У нас нет вариантов, где мы можем жить в Виндуке. И мы предпринимаем очень слабохарактерное решение, просто пронзить Виндук по окружной и таким образом проехать в столицу и посетить ее. И пока мы не выехали, не пронзили сегодня Виндук насквозь и не выехали в местечко под названием Монтейра, у нас ничего не получалось. А когда мы сюда пришли, сразу договорились о 50% скидке. И нам можно заплатить 140 за двух, хотя это цена за одного человека. В какой синей воде Люба купается. Все уже забыла про речки, про природу. Где ты, Люба? Завиндучилась? Ребята, вон там вот у нас были оленьки. А здесь вообще кролики. Представляете, кролики ручные. От них проходу не дают. Под ноги кидаются. Смотрите. Красивый и наглый петух. Петушара к нам пришел. Вообще ничего не боится. Вот это хвост у него. Мне кажется, хвост расчес. О, так он еще и позирует. Представляете, что произошло? Мы вчера вписались в этот кемпинг под Виндуком, а ночью в этом кемпинге тусила какая-то шумная публика, но не сильно шумная. Не сильно шумная, бывает шумнее. И с утра к нам подошла хозяйка и говорит: я очень извиняюсь, что было шумно, оставайтесь-ка у меня еще одну ночку бесплатно. И вот так вот, представляете, ребят, мы даже поблагодарили шумных соседей за то, что у нас появился шанс осмотреть Виндук. Едем на экскурсию в Виндук, оставайтесь с нами. Я Виндук,
Я московский простой виндук. И вот уже неделю я слушаю эту прекрасную песню. Мы вам еще ни разу не показывали супермаркеты. А здесь есть на что посмотреть, друзья. Супермаркетов в Намибии навалом. Это Спар, это Окей, это Шопрайт, Чопис. И в них можно найти черта лысого. И если в Танзании мы испытывали трудности, чтобы найти какие-то европейские продукты, то здесь ты заходишь и выбираешь. И самое главное, что в Намибии по доступным ценам сыр, товарищи. Из фруктов, конечно, здесь дешевле всего яблоки, груши и апельсины. Так вот, килограмм апельсина может обойдется где-то в 10 намибийских долларов, яблоки можно найти по 15 и где-то по 20 груши. Друзья, Намибия это дружественная страна. И Фидель Кастро здесь. Ребята, а христиане, как всегда, играют музыку. Слушайте, ребята, но эти богослужения в Африке христианские, нам, как православным христианам, на них всегда смотреть дико. В церквях танцуют, поют, девчонки на каблуках, в коротких юбках. У них там и они же готовятся к этому. Они дома накрасятся, оденутся прилично. Не как там у нас юбки подлиннее, платки нужно почернее. А здесь они наоборот хотят показать всю свою красу и поют от души в 4 голоса. То есть хор у них, на котором я бы сказал, что это стиль порой регги, порой может быть даже хип-хоп. И в таком исполнении они прославляют Иисуса. Вот как бы основная миссия этих песен. Да, ну и поскольку темперамент африканский, то, конечно, они на этих богослужениях совмещают свою страсть к танцам и пению с любовью к Богу. И все вот выливается в такую очень дикую для нас форму, но тем не менее повсюду по Африке по воскресеньям в церковь ходят именно так. В центре бетонных джунглей Виндука. И тут, смотрите, зеленый лес. Шаман Химба наелся грибов. Грибы вот они. И пошел такой расколбас у него. Видали? Вот такие грибы растут в лесах Намибии. Вот у нас главный по психоделическим знаниям человек, сейчас он все расскажет. Ребята, это самое сердце Виндука. И смотрите, вот такая вот репродукция. Пожалуйста, зашел в джунгли, а вышел уже совсем в других пейзажах. Вышел уже в совсем других мирах, я бы даже сказала. Прогулка по Виндуку приобретает спиритуальный характер. Мы нашли точку со словом «метеорит» и пришли на нее. А тут куски метеоритов. Ой, метеорит стащили. Ай-яй-яй. Интересно, а это отрезали кусочки от того самого Грутфонтейновского или как? Ребят, я понял. Короче, сначала идешь на христианскую вот эту миссионерскую службу, потом просматриваешь те картины, которые творят эти люди здесь после грибной церемонии. Потом идешь к метеориту и становишься художником. Художником, чтобы видеть красоту земли матери. Помните песню Земфиры? Мои мама и папа давно превратились в телевизоры. Здравствуй, море, небо, здравствуй, небо, облака. Ребята, это тоже центр Виндука, смотрите. И здесь есть травы, которые увеличат ваш пенис, решат проблемы с беременностью. Потом, если слабая эрекция, то тоже помогут. Не надо никакой химической фигни. Все органик. Башни с часами. Обратите внимание на фонарные столбы, тоже красивские. И сегодня воскресенье, много чего не работает, а по городу вот ходит куча фотографов. И они тут со своими фотографическими камерами всех фотографируют. Наш воронежский друг Алексей Санеев
просил какие-то экспонаты с бушменами. Вот, Леха, вот такие вот экспонаты сейчас на центральной улице Виндука, столица Намибии. А все потому, что мы пришли в Bushman Art Gallery. Слушайте, но еще есть такой интересный факт. Проводили генетический анализ всех людей на Земле и каким-то образом выяснили, что генетический код бушменов самый древний. То есть официально считается, что бушмены – это те самые первые люди, от которых уже пошло человечество. И они сейчас, бушмены сейчас, это очень маленькие человечки, мужчины, они выглядят как подростки, не выше 150 сантиметров росту, и у них очень забавный щелкающий язык. Слушайте, как бушмены разговаривают, это музыка для наших ушей. Как-то вот так они говорят, и причем эти щелчки имеют значение, и нормальный человек, я думаю, будет очень удивлен, увидев, как общаются эти люди. Ребята, это магазин, но, конечно, очень похоже на музей. Безумно все красиво и очень классно сделано, с большой любовью. Вот, ребята, это, конечно, не то, что самоделочки мы видели по пути следования. Здесь уже речь идет о серьезнейшем искусстве. И цены тоже серьезнейшие. Вот орудия охоты труда бушменов, которых в наше время уже, увы, не осталось. Все они одеты в маечки от каких-то производителей и авиалиний. Смотрите, сумочка для табака, выполнена из панциря черепахи. Гениально! Вот такие ножички они носили с собой. А вот это, смотрите, маска для танцев какая. Смотрите, какие изощренные наконечники у бушменских стрел. То есть это не просто пика, а может быть и в форме полумесяца, треугольника. Люба, хотела бы ты родиться бушменом? Ну, мне кажется, я уже как-то рождалась бушменом. Хватит. А вот такие домики напоминают мне старую Москву. А это главная церковь Виндука. Представляете, в главной церкви Виндука можно подняться на звонницу. И здесь помимо колоколов есть еще панорамный вид на город. Ребят, я думаю, нас не всех на звонницу допускают. А в Виндуке можем себе позволить. А вот такой вот вход-выход со звонницы. Неподготовленные могут слегка подрастеряться. Представляете, написано «не курить». Как будто внутри церкви это и так не очевидно. Нас заперли. Нас заперли. Мы сейчас находимся в таком закуточке Виндука, что здесь одни красивейшие церкви. Вот, пожалуйста, церковь с часами, которые, правда, показывают очень неправильное время, потому что время сейчас 12:47. И вот смотрите, какая классная треугольная церковь. А у этой церкви происходит свадебный движ. Мы пришли в парламентский сад, очень зеленый, очень красивый, но вход в него закрыт. Никого там нету и нельзя. Ребята, ну вот в Намибии развитая страна, но техники им не хватает. Смотрите, люди подметают асфальт, потому что пустыня наступает на дороге. И эти завалы нужно срочно ликвидировать, иначе они превратятся в проблемочку. Работают щетками и лопатой. В немецкой и намибийской истории есть такая постыдная страница, как геноцид представителей племен Герера и Химба. И вот этот монумент посвящен как раз этому отвратительному событию. Очень много людей было предано смерти. Ни за что. А мы продолжаем осматривать северокорейскую архитектуру в Африке. И у нас на очереди очередной монумент. Сейчас подойдем поближе, все прочитаем, расскажем. Монумент посвящен
независимости Намибии. Сейчас мы с Любой идем в самый лучший ресторан в Виндуке. В музей идем, в музей, друзья. Какой музей? Ну, куда-то Мальцев нас тут затащил, и вот у нас панорамный вид на Виндук. Пожалуйста. Забыл уже, как называется в Бангкоке ресторан, который вращается наверху небоскреба. А здесь вот не вращается, но все равно приятно. Люба, скажи же, не зря сюда залезла. Представляете, Люба нашла свою улицу в Виндуке, а не хотела сюда ехать прежде. Я так рада, что мы приехали в Виндук. Вообще, любите друг друга. Spread love, not bombs. Друзья, надеемся, вам понравилось, а мы продолжаем путешествовать и идем в Fish River Canyon, который является вторым каньоном по глубине, обширности после Гранд Каньона в Соединенных Штатах. Мы опускаемся туда, после этого вы увидите всю красоту этого каньона и то, что его окружает, а затем перемещаемся в Южную Африку. Последняя страна на нашем пути к мысу Игольный. Мы будем там скоро. Поэтому, пожалуйста, не забудьте нажать сейчас колокольчик, поставить нам лайк и встретимся с вами в самом ближайшем будущем. Пока-пока. Пока-пока. No matter where you go, remember the road that will lead.